Всем привет! Привет! Ну что, на прошлом стриме мы нечаянно зацепили праздник морских фонарей. Никогда его не видел, никогда его не знал. Вот, поэтому в этой серии, на этом стримчике, мы посмотрим, что это за праздник и с чем его едят. Мирон, привет! Зорчик, привет! Вот. Никогда не видел, никогда не знал, но я уже вижу. Насколько я помню, вот этого здесь не было. Я, конечно, могу ошибаться, но вроде этого не было. И вот этого не было. Я вот здесь бегал, да, вот здесь этого не было. Или не бегал. Блин, но мне кажется, вот этого не было, что это все к празднику приурочено. Даниэль, здравствуй. Риви, приветик. Кьюкамбер, привет. Все хорошо. Добрый день. Начнем. Привет. Здесь можно сделать персональные подарочные конверты. Выбирай дизайн, оставьте пожелания и дарите друзьям и семье. Если вам интересно, мадам Ланьянь, взгляните сюда. Всем привет. Всем привет. Эти монеты кладут в конверт, они выглядят немного иначе, чем обычная мора. Верно, это специальные монеты удачи, выпущенные монетным двором. Всего их 12. Что? В смысле? И на каждой выгравирована одна из каменных печатей, символизирующих различные... в смысле 12 типов, я думал всего 12 монет. Различные благословения. Например, вот этот рисунок. Символ... Вайшраван... Что? Вайшраваны. Раньше это был символ изгнания духов, широко используемый в магии. Сегодня его используют как талисман, чтобы избежать бедствий и привлечь удачу. Особенно популярен среди торговцев, мечтающих о процветании. Я вас перебила, не так ли? Простите, я немного увлеклась. Ничего личного, госпожа Нефритовая. Нефритовое равновесие. Все в порядке, мадам Лань. Я не понял, а почему с ноги нам показывают персонажей и не показывают нас? Я не понял. Тенра, всем хай, привет, слышу, у тебя голос получше. Привет, Борис, да, я уже поправился. Как твое здоровье? Сейчас иду в магазин за вкусняшками. Классно, тебя приветствую, как ваш ничего соната, здравствуй, все нормально, как твои. Всем доброе утро. Проходим и Надзуму. Я Надзуму с ума сошел. Праздник морских фонарей. Привет. Для меня честь встретить представителя знаменитого рода Лань. Ваши предки происходили от 12 племен долины Чэньюй и прославились своим мастерством в мистических искусствах. Вы меня смущаете, госпожа Нефритовое равновесие. Мы всего лишь дальние родственники. Вряд ли можно назвать нас прямыми наследниками столь славного рода. Скромность излишняя. Ваши познания в символах каменных печатей впечатляют. Такое редко встретишь в Лиюэ сегодня. Ваши предки наверняка гордились бы вами. Пусть даже вы не прямая наследница рода. Учитывая ваш уровень знаний в этой области, возможно, в будущем мне понадобится ваша помощь. Что ж, не буду отрицать, я горжусь своими знаниями. Так что, конечно, буду рада помочь госпоже Нефритовое равновесие. Кицин, как всегда, занята подготовкой праздника, да? О, путешественница и Паймен. И Сянлин тоже, как раз думала утром, увижу ли я вас на празднике. Надеюсь, в этом году ты не забываешь отдыхать от работы. Так, я не болею вроде, это хорошо. Спасибо, отлично. Привет, ура, поправился. Та-та-та, ё-моё, что за... Кикинг, что? Привет, Соната, давно тебя не было. Да, Соната давно не приходила. Как дела? У меня все нормально. Так. Даже не начинаю. У департамента по делам граждан полно дел на этом празднике морских фонарей. Чуть не забыла. Познакомьтесь, мадам Ланьянь. Мастерица из Ассоциации ремесленников долины Чэньюй. Она любезно согласилась помочь департаменту по делам граждан с ярмаркой в этом году. Совсем скоро вы увидите ее работу. Ого, очень приятно познакомиться, мадам Лань. Мадам Лань, позвольте представить.
Путешественница, ее спутница Пайман и Сян Лин. Рада встрече. Похоже, вы снова улеглись, мадам Лань. Простите, опять перебиваю. Постоянно я просто так я сам разволновалась, встретив 3 героинь, о которых столько слышала. Никогда не думала, что представится такая возможность. Думаю, вы не имеете в виду 2 героинь, правда? Я всего лишь хороший повар. Не нужно упоминать меня из вежливости. Доброе утро, Понка. Азиза, привет. Прости, что давно не был на стриме. У меня дни с понедельника по пятницу. Это... Что? Проснулся, завтракаю, учеба, иду в школу, учеба, пришел со школы, отдыхаю чуть-чуть и ужинаю, и ложусь спать. Все хорошо, не переживай. Главное, что ты делаешь свои дела. Остальное все не важно. Кисельчик, спасибо. Доброе утро, Япи. Доброе утро. Ай-яй-яй. Ой, Кирару, привет. Я не согласна. Первое блюдо, которое я попробовала в гавани Лиюэ, было в ресторане «Народный выбор». Кулинария Сянь Лин поразила мои вкусовые рецепторы. Здравствуйте, мадам Лань. Приятно познакомиться с мастером ремесел. Пожалуйста, зовите меня Ланьянь. И я не мастер, я всего лишь скромная рукодельница. Приветики. Приветики, Кисельчик. Уверена, те, кто видел ваши работы, с этим не согласятся. Кстати, я уверена, что будет интересно их увидеть. Почему бы вам не пойти со мной? Я все покажу. Пойдем. Так. Пойдем. Кто и где? Пустите. О, Иванович. Нам куда бежать? Ага. Сейчас посмотрим, что он там наделала. Почему? Ладно, потом спрошу. Вот оно, игра сражения с фигурками из ротанга, созданная специально для ярмарки. Называется «Бой бессмертных». Всего 8 фигурок из ротанга, и благодаря... Ну что такое? Сейчас. И благодаря продуманному дизайну они могут двигаться сами по себе. Мадам Лайн вдохновилась легендой о 8 великих. Впечатляет, правда? Звучит потрясающе. А кто такие 8 великих? Что-то вроде адептов? Нет, это не настоящие адепты, а 8 легендарных людей, которым присваивают способности, схожие со способностями адептов. За это они получили звание 8 великих. Ого! Пайма никогда не слышала эту историю. Они жили недолго, и это было 2 или 3 тысячелетия назад. Поэтому их истории не так известны, как истории настоящих адептов. Кстати, вы заметили лунный фонарь этого года, когда прибыли в гавань? В виде огромного дерева, да? Верно. Говорят, что в период войны архонтов в Лиюэ была гора с гигантским деревом на вершине. Это дерево было богом по имени Тао-Доу. О, кажется, я слышала историю. Священная Тао-Доу от рассказчика. Так, Тао-Доу — это то самое дерево? И это дерево было богом? Да, тогда люди верили, что Тао-Доу находится мир мертвых. За Тао-Доу находится мир мертвых, и если в жизни ты совершил тяжкие грехи, твоя душа не сможет пройти за это дерево и попасть в загробный мир. Даже сегодня в моем родном городе говорят что-то вроде «Ты никогда не перейдешь гору Тао-Доу, когда умрешь». Очень обидные слова, не советую повторять. Когда началась война архонтов, Тао-Доу втянули в сражение, что потревожило мир мертвых. Грань между жизнью и смертью стала размываться, а смерть начала проникать в мир живых. О нет! И что было дальше? Тогда и произошло освящение Тао-Доу. Появились 8 великих, чтобы справиться с этой бедой. Они создали мощный магический барьер, чтобы очистить Тао-Доу. Именно так. После этого странники Тао-Доу погрузились в артерии Земли и стали границей, разделяющей в Лиюэ миры живых и мертвых. Погоди, той самой границей между жизнью и смертью, это оттуда пошло? Так говорят легенды, но кто знает, правда ли это?
8 великих должны быть невероятно могущественными, если смогли очистить Бога. Они точно не адепты? Точно. И на самом деле в истории подчеркивается, что большинство из них были обычными людьми. Если я правильно помню, они представляли несколько сил, которые объединились. Гуйцзан, Ляньшань и... Точно, 3 отшельника Гуйцзан, 2 мудреца Ляньшань и 3 зверя Тао-Доу. Вместе они и есть 8 великих. Основная версия гласит, что отшельник Гуйцзан и мудрецы Ляньшань были людьми. Одного из отшельников, кажется, звали Повелитель Ветра. Его тоже считают основателем деревни искусства предсказания Цимень. Цемент. Если я не ошибаюсь, он происходил из 12 племен долины Чэньюй. Его потомки основали клан Лань и сохранили искусство предсказания Цимень. Мадам Лань, я права? Согласно генеалогии клана, так и есть, хотя мои личные знания о предсказании Цимень довольно ограничены. История второго отшельника куда занятнее. Этот отшельник обладал мастерством рыбалки и стал известен людям как рыбак Юньлай. Возможно, вы слышали о грозовом фехтовании стиля Юньлань, которому я обучилась. Этот стиль и его древний прототип берут начало в технике владения удочкой. Серьезно? Разработанный рыбаком по имени Юньлай. Правда? Ага, это тебе Цинцю рассказал? Звучит как история из старинного романа о боевых искусствах. О, что насчет третьего отшельника? Малыш Уан, также известный как Старик Уан. По легенде, он всегда появлялся в облике ребенка. Как отшельник, он мастерски владел талисманами Цихуан, который использовал для изгнания демонов, исцеления болезней и защиты от надвигающей смерти. Ритуальное бюро Ван Шен наверняка знает его историю лучше других. Говорят, его основатели учились у малыша Увана. Это были обычные люди, как мы с вами, но перед лицом бедствий они использовали все свои силы, чтобы защитить грань между жизнью и смертью. К счастью, у них были знания секретного искусства, которое ритуальное бюро практикует и по сей день. Значит, это правда? У ритуального бюро Ван Шен есть тайное искусство? Я слышала от Хутау, что у нее есть пламенный посох, переданный предками. Говорят, он обладает особенными силами проведения очистительных ритуалов. Но, может быть, это очередная ее выдумка? Хотя вы, наверное, еще не встречали Хутау. Она управляющая ритуальным бюро Ван Шен. Лично нет, но о госпоже Ху я, конечно, слышала. Хорошо, судя по рассказу, эти отшельники Гуйцзан были крутыми ребятами. А как насчет 2 мудрецов и 3 зверей? Что о них известно? Один был мудрец Ху, мастер резьбы по тыквам-горлянкам. Другой мудрец Цзянь, специалист по бронзовым зеркалам. Так, что происходит? Так, Натлан есть. Доброе утро. Авиаселс, я тебя сейчас забаню. Эшли, привет. О них сохранилось мало сведений. Известно только, что владели секретным искусством Ляньшань. Известно только, что они владели секретным искусством Ляньшань, за что и получили титул 2 мудрецов Ляньшань. Я слышала, что где-то глубоко в горах, к югу от Каменных Врат, есть скрытый дворец. Считают, что они уединились там для совершенствования. Что касается 3 зверей, их убежищем стала гора Тао-Доу. Риви, спасибо. Поэтому их назвали 3 зверя Тао-Доу. Как следует из названия, они не были людьми. Спасибо, речки, доброе утро. И кем они были? Монстрами? Они были... Ганьюй. А? Все 3? Ганьюй, с праздником морских фонарей. Не понял. Она?
Не понял. А, Ганьюй здесь, замечательно! С праздником морских фонарей Ганьюй. Простите, надеюсь, я не помешала? Конечно нет. Что такое? Нингуан вернулась? Да, остальные тоже здесь. Хорошо. Простите, друзья, но мне нужно идти. У нас с Гуанюнь важные дела. Что? И ты уходишь? Похоже, все чем-то заняты. Вы знаете, как бывает перед праздниками? Департамент по делам граждан загружен работой. Не беспокойтесь, все в порядке. Лучше сосредоточьтесь на веселье. Если вам что-то понравится, мы всегда рады услышать ваши замечания. Не понравится. Мы пойдем. Пойдем. Привет. Так, можно я вот этого человечка вот так вот сделаю? Ага. Вот так вот. Подожди, Гуаньюй. Что такое, Тенра? Не забывай отдыхать, береги себя. Тен, путешественница сегодня особенно внимательна к самочувствию окружающих. Что ей остается? Не может же она слишком силком тащить их от работы, чтобы они начали веселиться. Спасибо за заботу. Мы обязательно будем осторожны. И надеемся, вы тоже. Карина, привет. У меня тоже есть дела. Я собираюсь зайти в ритуальное бюро Ваншен. К Хутау? Она должна была встретиться с нами здесь на обед. Почему бы вам не пойти с нами, если, конечно, вы не против нашей компании? Конечно, с удовольствием. Приятный сюрприз. Отлично. Хутао уже должна была быть здесь. Похоже, ее встреча затянулась. Давайте зайдем в бюро. Отлично, в путь. Кроссбой, привет. Линга, приветик. Все нормально. О, тихо. Это что такое? Что происходит? Куда нажимать? Ну вот, вижу. Бой бессмертных? Я не понял. Это же праздник, алло. Благословение фонарей Яо-Яо. Желаю всем в наступающем году крепкого здоровья, успехов в делах, хорошей еды, прекрасного аппетита и много счастья. Спасибо. Во время праздника морских фонарей Департамент по делам граждан разместит по всей гавани Лиюэ разные праздничные игрушки. Посетите места с игрушками и повысьте прогресс журнала праздничных путешествий, чтобы получить соответствующие награды. Так, фиговина, телескоп, фиговина, понял. В меню, забав при свете ламп, вы можете увидеть местоположение всех игрушек гавани Лиюэ. Ага. Понял, вот это очень незаметно. Используйте обычные атаки, чтобы активировать монеты удачи и заставить их вращаться. Правильно приведя их в движение, вы повысите прогресс журнала праздничных путешествий. Посетите подзорные трубы, чтобы увидеть пейзажи. Ой, прошу прощения. Увидеть пейзажи вдали. Если вам удастся увидеть эти потрясающие виды, прогресс журнала праздничных путешествий повысится. С помощью обычных атак активируйте пусковые трубы и сделайте так, чтобы они перестали вращаться. Это повысит прогресс журнала праздничных путешествий. Когда остановившись трубы укажут на определенные узоры, они выстрелят соответствующим фейерверком. Если вы сделаете так, чтобы пусковые трубы выстрелили 4 одинаковыми узорами, может произойти нечто интересное. Понял. Спасибо за подарочек. Ючи, привет! Подзорная труба. Подзорная труба, которую установил Департамент по делам граждан. С ее помощью можно взглянуть на виды вдалеке. Понял. Так. Пусковая труба. Военная игра под фонарями. Тренировочная площадка, которую инструктор специально подготовил для новобранцев резерва. В ней отрабатывается полный набор тренировочных упражнений. Считается, что это очень эффективный способ повышения боевых навыков новобранцев. Спасибо за подарочки, спасибо большое.
Так, ты кто? Персональный подарочный конверт. Кто-то, похоже, заинтересовался созданием подарочного конверта. Посмотреть поручение о подарочном конверте. Это то есть... все, мне дали квесты. Подожди, но у меня же сейчас квест поговорить с... Подожди, какая игра? Алло. Что происходит? Что здесь происходит? Это вот это, все, я понял. Я не знал. Лео празднует 8 великих противостоят тайному бедствию. Вновь наступил праздник морских фонарей. Какие истории произойдут в гавани Лиуэ в этом году? Вот я же это проходил к заданию. Вот. Все, нам вон туда. Так, нам куда? Как будто бы наверх. Ладно. Так, Мавика, привет. Ух ты, что это за блестящая мора? Ой, а мы знаем, мы только что читали. Госпожа Нефритовое равновесие говорит, что это монета. То есть мне нужно просто по всем побить? Так, у нас были монетки, фиговины, салюты. Это не салюты? Ладно, я пойду... О, что это такое? Нельзя взять? Нельзя. Беда. Так, я на 2 месяца выпал из игры просто. Так. Что ты писал? Так, дед, я его пропустил опять. Ну, видимо, да. Но я его выбил. Смотри, какой дед. Уф. Камин, та-та-та, приветик, мой Вики, привет. Что это за фонари? Вот это 4 фонаря. Нет, это игрушки, которые запускают фейерверк. Новинка, Паймон, тебе стоит попробовать. Давайте, нам нужно 4 одинаковых узора. Это что, рулетка какая-то? Знак. Ого, красиво! Есть. Я же ударил. Есть. Все? Алло, я ударил. Все, я вижу, там внутри этот идет. Все, я понял, как это работает. Давайте сердечки сделаем. Бом, сердечко. 4. Надо 4 одинаковых сделать. Сердечко. Сейчас все, давайте я вас пока включу. Сердечко. Да. А здесь? Все. Сердечко. Ей! И где что-то... Мне сказали, произойдет что-то. Даниэр Шеймарданов говорит, меня обманули. Если активно играешь камин и обязательно хочешь с S6, то бери для него S. Зорик говорит, Тенра это сердечко... Ну, я только забрал Орликина Сигны. Ой, поздравляю, круто. Китикет, привет, Китикит. Это сердечки нам, конечно, вам. Лайк чатику. А почему? Мне же написали, что нужно 4 одинаковых, случится что-то потрясающее. Все разные надо. Эшли говорит ланьхи. Кстати, говорят, как щитовик не хуже деда. Кокетка, ну, давайте все говорит, разные. Вот так вот, да. Я Орликина кручу. Давайте по очереди сделаем. Вот эта фигня, теперь лиса. Бум. Палец вверх. Ага. И... Спасибо за подарочек. Что? Я все сломал. Говорит, это день. День начался. Что-то как-то внезапно. Спасибо за подписку. Кстати, у меня есть пара круток. У нас там сколько-то откручено. Говорит, вот эта фигня. Давайте лиса, вообще офигели. Кокетка, креветка, говорит, чат. Эксперты есть Орлес Садини и Сигна. Кокетка, креветка. Ну, опять, понятно, ясно, окей. Хочу звездочку. Просто по магии. Ну и ладно, не больно ты хотелось. Куда мы идем? Говорит, Тенра, твоя главная вайфушка в порту стоит, скучает. Да? Так, я вас включаю. Ранее у ритуального бюро. Итак, дворецкий Ань, не надо. Вы хотите обойтись без барабанов?
Да, с учетом праздника хотелось бы провести все так, как можно тише, чтобы не мешать торжествам. Ясно. А как насчет бумажных фигурок для сжигания? Можем сделать особняки кари... Что это тыкнуло? Кареты, лодки или паланкины? Конечно, но лучше что-то небольшое. Господин не любит излишеств. В таком случае, как насчет ритуального... это же ритуальное бюро. Платье для сжигания. Оно понравится семье, но не будет выглядеть слишком вычурно. Пойдет? Прекрасно. Вы все продумали, госпожа Ху. Отлично. А урну для праха Что, предоставите свою? Да, господин заказал ее еще 2 года назад. Он выбрал отличный кусок черного дерева и поручил мастеру превратить его в урну. Оно сейчас хранится в старом доме семьи в порту Илун. Черное дерево хороший выбор. Оно не горит и не гниет и защищено от насекомых. Так что насчет шатра и процессий. У семьи есть пожелания? Шатер можно сделать проще, но я бы не рекомендовал отказываться от него вовсе, иначе начнутся разговоры о том, что торговая гильдия Фэньюй не может позволить себе достойные похороны. Прямо мысли читаете. Хозяин выразил такие же опасения. Он также сказал, что полностью доверяет вашему бюро в этом вопросе. Хорошо. Тогда я предложила бы шатер с покатой крышей, одним гребнем и 2 загнутыми концами, 36 мест и небольшие и не больше и не меньше. Все с новыми... Я почему-то не могу вообще читать текст. Все с новыми шелковыми чехлами, украшенными символикой Фэньюй. У входа сделаем лунные ворота, кресло старшего наставника и бамбуковые поручни. Все достаточно изысканно, но сдержанно. Подходит дворецкий Ань. Идеально. И еще нужно положить ковры, господин любит черепаховый узор. Сделаем. А что с процессией? Хозяин попросил обойтись без музыки, но хочет 16 носильщиков. Серьезно, Тань столько не поместится. Никаких излис, обычная и аккуратная одежда. А паланкин? Открытый, с 4 парами белых табличек и 12 парами красных. Церемониальное орудие? Да, нужно 2 комплекта золотого оружия и 2 комплекта знамен для призывания души. Что? Призывание души по 4 предмета на каждом. Итак, в комплекте золотого оружия войдут 4 предмета: булава, боевой топор, стремя и золотой кулак. И таких 2 комплекта. И 2 комплекта знамен: чистый путь, летящий тигр, летящий карп и летящая черепаха. Отлично. Хорошо, последний момент. Что насчет навесного знамени и павильона для портрета? Давайте возьмем 8-угольный барабан с 8 кистями на каждом углу и красным куполом наверху. Что касается павильона для портрета, мы планируем сделать павильон с курильницей и 2 дополнительными помещениями. Одно для переодевания, другое для экспозиции. Все должно быть покрыто простой белой тканью. А вышивка на ткани нужна? Совсем забыл. От горя семья упустила этот момент. Но это мелочь. Что порекомендуете? Гильдия Фэньюй — это большая процветающая семья, в которой 4 поколения живут под одной крышей. Основатель этой семьи, его светлость, был благословен судьбой. К тому же он прожил долгую, насыщенную, добродетельную жизнь и проводит свои последние дни в покое. Я бы предложила вышить узоры летучих мышей как символ долголетия и журавлей с оленями, как символ возвращения жизни, чтобы передать это благословение следующему поколению. Превосходно! Надо признать, госпожа Ху, вы прекрасно понимаете клиентов. Конечно, не за что. О, госпожа Байвэнь. Приветствую, госпожа Ху. Госпожа Нингуан была и будет рада, если вы присоединитесь к ней на террасе Юйцинь. Так как быстро. Ну что ж, через пару минут буду. Дворецкая, не извините, но у меня есть еще одна встреча. Конечно, вы и так уделили мне много времени. Не буду задерживать. Займешься похоронами для гильдии Фэньюй? Конечно, госпожа. Все устрою.
Это типа мы разминулись, да, получается? Семья Ху действительно благословенна. Похоже, глава похоронного бюро с каждым поколением становится сильнее. Верно. Она рождена для этой работы. Ах да, я не обсудил палату с госпожой. Оплату. Ничего страшного. Насколько я знаю, ваш заказ в процессе. Это была лишь предварительная встреча для подготовки, верно? Да, госпожа попросила приехать заранее, чтобы не торопиться. Кстати, все должно остаться строго конфиденциальных, никаких публичных объявлений. Конечно, обещаю. Благодарю. Не могли бы вы подготовить предварительный счет? Как семье будет проще все рассматривать? Так, семье будет. Постараюсь подготовить в ближайшее время. Здравствуйте. Чем могу помочь? Ну да, мы разминулись. Привет, мы ищем Хутао. Она здесь? К сожалению, вы разминулись. Она на встрече. О, а когда она вернется? Она не сказала, но ушла только что. Наверное, встреча займет некоторое время. Если у вас срочное дело, могу передать ей сообщение, как только она вернется. Да нет, ничего страшного. Если хотите поговорить с ней лично, можете подождать, пока она освободится. Эх, Пайман думала, Хутао уже закончит с делами. Похоже, у нее больше работы, чем мы думали. Ничего здесь нечего здесь торчать. Пойдем поедим, а потом вернемся. Пайман проголодалась, но может подождем ее? Что? Первый раз от Пайман слышу, чтобы она так говорила. Пайман, ты сейчас добровольно отказалась от еды, ты с ума сошла? Я играю в ЗЗ, почему в моих реках Геншин? Я не знаю. Здравствуй, Энра, здравствуй. Кажется, она надолго. К тому же я не могу разогреть плиту, когда она вернется. Ладно, хорошо, мадам Лань, вы ведь тоже проголодались? Давайте с нами. Мадам Лань? Простите, задумалась. Как скажете? Тогда мы пойдем. Скажи с Хутао, где мы, когда она вернется. Конечно. Всего доброго. Давайте. Мы конкретно разминулись, конечно. Дворецкий Ань? Простите, вы случайно не знаете, кто эта молодая девушка с черными волосами? Никогда раньше ее не видела, но серебряная шпилька в форме ласточки наводит на мысль, что она из долины Чиньюй. Долина Чиньюй. Что такое? Ну, дело вот в чем. На днях, когда я заходил за покупками, я встретил ее и молодого господина. Они оживленно беседовали, и я заметил, что она показала ему очень необычную фигуру из ротанга. Похоже, в тот же день, когда я помогал его светлости прибраться в более удобную спальню, я заметил что-то под его кроватью. И представляете, это была та самая плетеная фигурка. На ней было заклинание. Фигурка была ледяной на ощупь и делала комнату жутко холодной. Все это кажется мне зловещим. Святые архонты, вы хотите сказать, что его светлость болеет из-за заклятия? Говорят, что в долине Чиньюй практикуют магию цимень. Передачу судьбы, перемещение удачи и тому подобное. Я не хочу подозревать кого-то, но учитывая, что его светлов прикован к постели, а хозяин попросил начать обсуждение похорон, я не могу не думать. Простите, спасибо за подписку. Простите, разболтался наверняка. Я мнительный, пожалуйста, забудьте и никому не говорите. Спасибо за подписку. Не волнуйтесь, дворецкий Ань. В бюро Ваншень высоко ценит конфиденциальность. Все, что вы сказали, останется между нами. Беда. Так, некоторые персы начали замечать, что Пайман немного повзрослела. Серьезно? Играю в Геншин, в ХСР, но в моих реках Зуза и Вува. Пойду в Тетрис. Что? Какой Тетрис? Оло. Так, нам сюда? А мы где? Я себя не вижу. Что происходит? Кто и где? Спасите. Я не знаю, где. Праздник морских фонарей на это... Тебя тоже ждет Тетрис. Серьезно, Тетрис? Папа, я привела друзей. Сегодня я готовлю. Папа? Пап? Санлин, сюда! Вот он! Уин-Эр. Пойдем поздороваемся.
Ты че ревешь? Что? Тимэй? Что с ним? Этот запах. Ох, так неловко. Несколько дней назад он сказал, что хочет провести праздник со мной, но вчера... О, это же та женщина, которую мы нюхали. Со мной, но вчера вечером ему стало плохо, и теперь он совсем без сил. Только что потерял сознание. Думаю, долгий путь вымотал его, или он просто простыл в дороге. Я как раз собирался отвезти его в хижину Бубу, поэтому попросила шеф-повара Мао присмотреть за магазином, пока я буду в отлучке. Постой, ты что, сама собралась везти его туда? Давай мы поможем. Я не могу вас об этом просить. Не говори глупостей, мы отведем его к врачу. Но если вы настаиваете, я очень вам благодарна. Я могу остаться в магазине. Как раз я знаю кое-что о парфюме и ароматах. Простите, кажется, мы не знакомы. Это мадам Ланьянь, мастерица из долины Чэньюй. Ей можно доверять? Вы друзья, спасибо, мадам Ланьянь. Мне это очень поможет. Сянли, раз так, мы можем вернуться. Давай займемся готовкой, чтобы наши герои смогли отпраздновать свое триумфальное возвращение. Отличная идея, пап. Ладно, отведите меня в хижину Бубу и не забудьте зайти поесть, как закончите. Спасибо вам. Помню эту даму, да. Так, вы отводите Тимэя в хижину Бубу, где Байжу уводит его в отдельную комнату для осмотра. Вы удивлены, увидев там еще двух знакомых. Путешественница Пайман, давно не виделись. Здорово, Денроборат, как дела? Смерч, привет, все нормально, как ты? У меня все нормально. Котятка, здравствуй. С праздником морских фонарей. Счастливого праздника морских фонарей, Синцю и Джунюнь. Джунюнь, юный наследник клана экзорцистов. Он странствует по свету, изгоняя злых духов. Он честен, серьезен, настойчив и трудолюбив. Этот юноша не боится трудностей. Его тревожит лишь одна проблема, против которой бессильны труды и старания. Его возрожденная энергия Ян. Что? Врожденная энергия Ян. Без всякого вмешательства Джуньюи чистый дух Ян изгоняет демонов, потому юноша пока ни разу не сталкивался со злым духом. Это всерьез беспокоит Джуньюи, что он экзорцист, за экзорцист, если ни разу не видел демона. Спасибо, надеюсь, что у тебя тоже будет счастливым. Что ты имеешь в виду? О нет, ты тоже заболел? Привет, W. Лед, привет! Нет. Синцю. Все в порядке, они наши друзья. Не надо ничего скрывать. Это мой прадед. Что? Несколько дней назад он совсем ослаб и не мог встать с постели, а теперь впал в кому. Я думал, вот это его прадедушка. Нет, мне жаль, звучит серьезно. Он стал совсем плох. Мы приглашали нескольких врачей, но никто не смог ни определить причину, ни прописать лечение. Никто не смог понять, что это? Странно. Ему уже больше 100 лет. Все равно трудно с этим смириться. Несколько дней назад наш дворецкий сказал, что прапрадеда прокляли и уговаривал меня пригласить экзорциста. Поэтому я пришел проверить. В комнате его светлости определенно чувствуется странный холод. Но я уверен, что злые духи тут ни при чем. Что же это? Это только теория, но я думаю... Все в порядке, говори. У него кошачьи глаза. Это дыхание смерти, признак, что его конец близок. О нет, Синсю, это должно быть тяжело для тебя. Спасибо, я справлюсь. Честно говоря, отцу и дедушке труднее всего, но мы готовимся к этому как можем. Мой брат уже связался с ритуальным бюро Вэньшэн, а я зашел за советом к доктору Байджу. Отец и дедушка постятся и молятся за деда. Пост. Еще пацаны пришли. Тебе лучше? Теперь мне намного лучше. Я бодр как холодец.
Бодр как холодец. Это как? Наверное, все дело в том, что я забыл позавтракать. А вы брюнет? Ну, на голове волосы русые, борода рыжая. Джин Юнь прикольный парень. Он должен сгонять демонов-призраков, но его очень мощная жизненная сила отпугивает их, и из-за этого он не может их встретить. Да, я только что прочитал это. Так. Он самый что? Тушный экзорцист? А, трушный экзорцист. Поэтому при появлении силухи... Да, я понял. У вас борода растет? Ну да. Ну вот на аватарке можешь посмотреть, на моя борода. Так, бодр как холодец. Наверное, дело в том, что я забыл позавтракать. Не холодец, а огурец, дорогуша. Ничего. Это извращенка все на своем, все понятно. Ничего серьезного, скорее всего, он устал после долгой дороги и не успел восстановиться. Моя вина. Скакала на нем, да? Я назначу питательный бульон, которым нужно... Блин, я чуть бульон захотел. Который нужно пить перед сном каждую ночь. Вот рецепт, должно помочь. Но если симптомы не пройдут, обязательно возвращайтесь. Спасибо, господин Бай. Похоже, Тимэй будет в порядке. Вот и хорошо. Инэр говорит, что вы помогли доставить меня сюда. Большое вам спасибо. Не за что. Инэр, надо отвезти его обратно. Байджу сказал, что ему нужно отдыхать. Согласна. И мне не стоит слишком задерживать мадам Лань. Загляните позже, когда будет время, чтобы я могла поблагодарить вас как следует. Я отвечаю, она прям извращенка-извращенка. Ну, либо это я слишком пошлый. Господин Бай. Господин Синсю. Не буду ходить вокруг да около. Ситуация оказалась сложнее, чем я думал. Что вы имеете в виду? Байджу не все рассказал. Состояние Тимэя странное и удивительно похоже на то, что происходит с его светлостью. Постойте, у Тимэя тот же недуг, что и у моего прадеда? Похоже на то. Хотя вряд ли это можно назвать болезнью. В привычном смысле. Скорее всего, они оба ускоренно стареют. Что? Правда? Реально кошачьи глаза. Да, значительно быстрее обычного, но пока мне не удалось выяснить причину. Это однозначно даже... Это озадачивает даже Байджоу, и я никогда прежде не сталкивалась с подобным недугом. Или это было так давно, что я уже забыла. Тимэй в расцвете сил, так что дополнительная усталость не так опасна, но его светлость уже в преклонных годах. Ужасно. Значит, что-то тайно укорачивает их жизни? Укорачивает их жизни? Какое жуткое выражение. Эх, Байджу. Даже пытаясь применить тайное искусство на Тимэя, но оно оказалось бесполезным, болезнь крайне устойчива. Есть еще несколько средств, которые я могу попробовать, даже если это будет всего лишь эксперименты. Сегодня утром я отправил Цици на гору Цинце за специальной травой. Возможно, нам повезет, и это поможет. Кстати, Акацин. Подожди, Кинце. Не Кицин, Кинце. Его светлость бывал там в последнее время. В деревне Кинце? Да, мы бываем там каждый год во время праздника морских фонарей, чтобы организовать медицинский осмотр. Но в этом году, еще до начала праздника, оттуда прибыл человек за консультацией. Похоже, ситуация срочная. А потом пациент из Манштата, которого я смотрел, сказал, что он заезжал в деревню Кинце во время своего путешествия. Я не могу не задумываться, есть ли здесь связь. Если я не ошибаюсь, прадед действительно недавно навещал друзей в деревне Кинце. Отец был с ним. Как мы и предполагали. Чего? Я слышал об останках божества в Кинце. Они ли тому причина? Останки божества? Какого? Во-первых, я прочитал об этом в книге, купленной у типичного уличного торговца. Так что источник не самый надежный. Можно я возьму себе попить, потому что что-то я не могу. Я сейчас вернусь в чатик. Давайте я вас пока включу. Я сказал, включу.
Кокетка-креветка говорит поговорим. Эндрюс говорит, вчера ты тоже нас вколпчил, аха. Анамика говорит не кинце, а цинце. Зорик говорит, Тенра — это принцесса, которой можно менять платьюшки и волосы. Зорик говорит, давайте пошалим. Ня. Чатик, у меня беспроводные наушники, и когда я ухожу, я все слышу. Анамика говорит, никаких шалов. Да, тем более тут злая тетенька админ, она вас всех забанит. Эндрюс Так. говорит, что умнички. Зорик Да. говорит, Тар. Зорик говорит, ой. Ой. Так, Алша, привет. Привет. Да, самой бы не получить бан, говорит админ. Угу, я понял тебя. В книге рассказывалось о потайном дворце в горах Цинце под названием «Скрытый дворец Уан». Ой, мы уже слышали о нем. Он зачарован методом 7-8 Что? 7-8 врат? 7-8 врат. Там запечатано множество злых духов и самые почитаемые божество Таудоу. Мы только что слышали. Постойте-ка, все из-за останков Таудоу? Они вызвали эту загадочную болезнь? Не хочу отбирать лавры у кого-либо. И хотя я подозреваю связь с деревней Цинцы, крайне сомнительно, что причина – останки божества. Конечно, даже малейшее присутствие останков божества не ускользнуло бы от Байджоу и меня. Верно. Тогда в чем же настоящая причина? Господин Цинцю, я отправляюсь в деревню Цинце, как только Цици вернется. Надеюсь, мне удастся найти больше ответов. Я могу чем-то помочь? Мы отлично справляемся с поиском. Скажите, где искать травы, и мы их найдем. Отлично. Ой, очень признателен за предложение. Я обязательно дам знать, если понадобится ваша помощь. Спасибо за все, господин Бай. Это мой долг. Берегите себя, Байджоу. Не волнуйтесь за меня, я прекрасно знаю, когда пора остановиться. Путешественница Пайман, было приятно вас увидеть, но теперь мне нужно вернуться домой и передать слова доктора Байджоу своей семье. Я пойду с тобой. Хочу еще раз осмотреть комнату его светлости. Хорошо. До свидания, друзья. И не беспокойтесь за меня, я справлюсь. Честно говоря, я никогда не был так близок с прадедом, как отец и дедушка. Учитывая его возраст, он уже мало разговаривал, когда я появился на свет. Эй, ну хватит. Мы понимаем, что ты не хочешь нас расстраивать, но не стоит преуменьшать свое горе. Мы должны поддерживать тебя, а не наоборот. Пайман умнее, чем я помню. Что? Похоже, мы давно... Что? В смысле? Пайман умнее, чем я помню. Похоже, мы давно не виделись. Ты кто? Ты пес? Он пес. Эй, Пайман всегда была умной. Знаете, в последнее время я часто думаю о фразе, которую Хватао всегда говорит. Время жить – живи, пора умирать – умирай. Но должно быть, она сейчас очень занята, я совсем ее не вижу. Может, через пару дней мы все вместе пообедаем, когда все уляжется. Отличная идея, я всегда свободна, бездельница. Тогда решено, увидимся через пару дней. Хотя Байджоу исключил останки божества как причину, Пайман все равно хочется разобраться с этим Таудоу. Жаль, что Кицин ушла до того, как смогла рассказать больше. А Ланянь, кажется, тоже много об этом знает. Верно. Тогда давай вернемся и расспросим ее. К тому же нас ждет Сяньлин. У вас очень красивый голос, когда вы читаете. Спасибо большое, Little Lady. Маленькая леди.
Здравствуйте, господа хорошки. Здравствуйте, господин хорошка. А, женщина, где женщина? Теннера, тут по городу можно встретить персонажей, с которыми можно поговорить и подарить конверт. Так что, если встретишь, пообщайся с ними. В порту, например, стоит Чиори. В смысле, мне это нужно сделать до того, как я завершу эти квесты, или я могу сделать потом? На входе табличка «Осторожно, злые админы кусаются больно». Внимание, дед и злая тетка в админке кусаются. Да. Эндрис, ты же тоже админ. Абаба, пустись. Спасибо за подарочек. Вон еще. Или вот здесь надо определенный, может есть какая-то подсказка? Получен новый шаблон. Может тут какая-то подсказка есть? Но мы когда читали, там же было написано, что 4 одинаковых, если я не ошибаюсь. Мы сделали 4 одинаковых, мы сделали 4 разных. И ничего не произошло. Привет, троеточие. Пока событие не окончено, можно. А, ну все, я тогда париться не буду. Просто побейте столбы. Нет, я бил. Мы сначала побили на рандоме, потом мы сделали 4 одинаковых, потом мы сделали 4 разных. И не, ну, как бы салюты были, но ничего не произошло там, что описано было. Там не важно, как я понимаю. Не, я сейчас прочитаю еще раз. Ах, вы вернулись. Спасибо еще раз за помощь, Тимэм. Примите это в знак благодарности. Пустяки, мне это расплюнуть. Спасибо за помощь. То есть ты всего один раз... Что? Плюнула? Что? То есть ты всего один раз плюнула, пока несла меня до хижины Бубу? А, он не понимает. Я понял. Почетный рыцарь, огромное тебе спасибо. Позвольте отблагодарить. Кажется, ты неправильно понимаешь значение этой фразы. Ну да ладно. Простите его. Я думаю, попытки освоить местный диалект перегрузила его мозг. Хорошо, больше никакого изучения, отдыхай. Так врач сказал. А если станет хуже, сразу же в хижину Бубу. Кстати, а куда ушла Ланьянь? А да, чуть не забыла сказать. Она пошла поговорить с госпожой Ху. Сказала передать вам это. Постойте, она ушла? Она такая модная. НР, мне нужно 3 Ой, секунду. А что это? Что, в весенних ароматах теперь новая хозяйка? Ха-ха. Да вы что, госпожа НР ушла по делам, а я лишь присматриваю за магазином. Понятно. Ну что ж, госпожа временная управляющая, могу ли я попросить 3 коробочки красной пыли под... Серьезно? Она ушла, оставила хижину? Пыли под клубящимися облаками. Красная пыль под клубящимися облаками? Кажется, я что-то припоминаю, но это не тот аромат, который обычно выбирают молодые девушки. Верно. Так что его вряд ли найдешь на полках. Скорее всего, он где-то в углу. Не могли бы вы его поискать? Кусуч. Пришел помурчать мне, да? Очень маленький. Подождите. Что такое? Пойдем ко мне, сладкий. Ну. Помурчи чатику. Помурчи чатику. Ну не хочет мама мурчать. Мяу. Вот, это то, что вы искали. Если я не ошибаюсь, вы используете исключительно в ритуальных целях. О, вы знаете толк, это редкость. Хе-хе, давайте упакую для вас. Как он ее рассматривает? Постойте, я поняла. Вы из рода Лань, долины Чэньюй, верно? А, откуда вы знаете? Ваше украшение для волос. Это же серебряно-крылая черная птица. Косачуди. 3 бессмертных Таудоу. Угадала? Как вы... Простите, а вы кто? Лед, спасибо за подарочек. Хе-хе. Скажем так, я немного разбираюсь в искусстве. Но, увы, я спешу, так что до свидания.
Надеюсь, мы еще встретимся, госпожа временная управляющая. Что? Дедушка был прав, в гавани лилось столько скрытных талантов. Никогда бы не подумала, что обычная покупательница духов окажется таким знатоком. Госпожа Ху, должна сказать, что наряд вам очень идет. Благодарю, Инер. Я недавно сделала покупку в твоем магазине. Надо сказать, временная управляющая отлично справилась. Рада слышать. Подождите, госпожа Ху? Эй, мы вернулись. Спасибо, что присмотрела за магазином, мадам Лайн. Госпожа Энер, с кем вы только что говорили? Это Хутао, госпожа Хутао из ритуального бюро Ваншен. Что? Но она ведь носит униформу бюро... Что? Униформу бюро и шляпу с гексаграммой гармонии? Похоже, она переоделась по случаю праздника. А нет, я была с ней лицом к лицу и даже не поняла. Простите, госпожа Энер, у меня срочные дела. Передайте всем, что мне пришлось уйти. Что могло быть настолько срочным? И потом она побежала за Хутао? Странно. Может, она в ритуальном бюро? Вы собираетесь ее искать? Если да, не могли бы вы взять это с собой? Я только что нашла это в магазине. Серьезно, она оставила здесь куклу? А? Подождите, это же одна из тех... Что? Ротанговых фигурок. Что бы это ни было, мы такое не продаем. Думаю, мадам Лайн случайно оставила ее. Да, это точно ее работа, хотя эта фигурка сильно отличается от тех, что... Он запрыгнул на стул, прыгнул мне на спину и начал кусать за ухо. Уйди, пес. Так. Что она делала для уличной ярмарки? И на ней почему-то есть талисман. Такого каждый день не увидишь. Возможно, это что-то важное. Если это принадлежит мадам Лань, лучше как можно скорее вернуть ей. Тогда давайте снова отправимся в ритуальное бюро. Чем скорее мы отдадим ей фигурку, тем лучше. Да нет, он кормленный. Устроил мне тут. Сейчас Кысыч случайно что-то жмякнет и стрим отляжет. Да, он такой может. Кысыч, хватит нападать на меня. Приятного уха куськани. Не надо мне никаких укусей, оло. Я сам кого хочешь кускну. Кстати. Я не смогу или смогу? Секунду. Не то. Вот так. Вот так. Сейчас сделаем. Вот так. Вот так. Все, погнали. Привет, можешь дать пару советов новичку? Привет, я сам новичок, поэтому ничего не могу дать. Прости, пожалуйста. Но тут в чатике куча крутых чуваков, поэтому можешь просто спросить, а тебе с YouTube тебе ответит. Привет, Хутао и мадам Лань уже вернулись? Боюсь, что нет. Серьезно? Странно. Но ведь они точно направлялись сюда. Может, у Хутао было еще одно дело? Не знаешь, где их можно найти? Обо всех рабочих делах госпожа Хутао обычно говорит мне. Например, что у нее сегодня утром была встреча, но о личных делах она не рассказывает. Значит, что-то личное? Возможно. У госпожи в последнее время много забот. Раньше она приходила на работу к полудню, а теперь бывает здесь с восходом солнца. Говорит, что плохо спит, и ей все равно... все чаще снятся сны. Проблема со сном? Мы точно о Хутао говорим? Что произошло? Ой, извините. Вот так.
На нее совсем не похоже. Возможно, вам стоит поговорить с нашим консультантом. Джун Ли, он знает ее лучше меня. Отличная идея! Мы как раз... Как мы об этом сразу не подумали? А где его можно найти? Наверное, сидит где-то за чаем, как всегда. Он через дорогу на втором этаже слушает оперу. Если прислушаетесь, то, возможно, услышите ее. Я не слышу. Слышу. Среди диссонансных мелодий и трагических судеб. О, точно, Паймон слышит пение. Похоже, что Джун Ли сегодня наслаждается спокойствием. Пойдем поздороваемся. Да он всегда наслаждается спокойствием. Оло. Когда Джун Ли не наслаждался спокойствием? Ласточки возвращаются, чтобы освить новое гнездо. Тут качает головой. Тут. Дед Джун, адепт спокойствия. Впечатляющий, госпожа Юнь. Вы вдохнули новую жизнь в классическое произведение и, смею сказать, превзошли оригинал. Вы мне льстите, господин Джун Ли. Я рада, что мой голос выдержал. Я немного отвыкла от практики. Что вы, госпожа Юнь? Вы были великолепны, как всегда. Если это вы еще и без подготовки, то официальное выступление на празднике фонарей обещает быть потрясающим. Привет, Джун Ли! Привет, Юнь-Дзинь! Как дела? О, Тенрэй путешественница и Паймон, привет! Давненько не виделись. Вы пришли на оперу? О, какая жалость. Боюсь, вы пропустили сегодняшнее выступление. А госпожа Юнь должна отдохнуть, чтобы не перенапрягать голос. Так, девиз Джун Ли всегда на чили. Я был в шоке, когда она начала петь. Я или она? Я бы тоже наслаждался спокойствием, если бы мне платить ни за что не надо было. Так ему надо же платить, нет? Он же сейчас обычный человек, как будто бы. И мору он не чеканит сам себе. А палочку сегодня в храме брали? Нет, Натали, привет, нет, не брали, возьмем. Дед Джун вообще-то адепт каменных палочек, знаешь где? Капец, человеку 6000 лет, и тут на него гонят, что спокойствием наслаждается. Ну извините. Все в порядке, Люсю? Это мои хорошие друзья, если они хотят услышать мое пение, несколько минут никому не помешают. Ой, спасибо, Юнь-Дзинь. Но ты ведь не думаешь, что мы специально опоздали, чтобы ты спела только для нас? О, конечно же нет. Полагаю, вы здесь из-за господина Джун Ли, верно? Какая ты догадливая. О, чем могу помочь? Одна наша знакомая забыла кое-что в магазине, и мы пытаемся вернуть ей эту вещь. Знаем только, что она, скорее всего, сейчас в Хутао. Вы не знаете, где может быть Хутао? Госпожа Ху свободна, как ветер. Она может быть где угодно. О, прекрасно, замечательно. Это что-то важное? То, что она оставила? Проблема в том, что мы не знаем, зачем это нужно. Но хотим вернуть ей как можно скорее, вдруг ей это необходимо. Ой, прошу прощения, можно я попью? Показать фигурку из ротанга. О, пресвятые архонты, это вещь, которую вы пытаетесь вернуть? Но разве это не ротанговый пентакль? Ротанговый пентакль? Ты знаешь, что это? Разве вы не слышали? По слухам, глава торговой гильдии Фэньюй тяжело заболел. Говорят, семья нашла в его спальне зловещую фигурку из ротанга с пятиугольным талисманом передачи удачи. Я не понял, только что мы сказали, чувак попросил никому не говорить.
Девушка из ритуального бюро сказала, что все будет хорошо, она никому не разболтает. Уже какой-то левый усатый чел сидит и рассказывает об этом. Но нормально. Этот проклятый предмет, должно быть, забирает его удачу. Он разрушает его здоровье, богатство и все хорошее в жизни. Судя по описанию, ваша фигурка выглядит подозрительно похожей. Возможно, это даже одна и та же. Уберите ее от меня. Я не хочу, чтобы она была рядом. Я не понял, а почему... Я не понял, как-то вообще не понял. Давайте сделаем вот так. У меня один вопрос. Какой? Если Геншин не возьмет тебя на озвучку, я обижусь. Спасибо большое. Арлекина. Я буду тебя крутить. Арлекина, я буду тебя крутить. Без обид. Типок, спасибо. Успокойтесь, все в порядке. Это вещь мадам Лань. К тому же она все это время была с нами. И с нами ничего не случилось. Мадам Лань? Из ассоциации ремесленников долины Чиньюй? О, это многое объясняет. Семья Лань из долины Чиньюй практикует магию цимень. Эта история с передачей удачи вполне в их стиле. Остается один вопрос. А именно, зачем семья Лань из долины Чиньюй желает зла торговой гильдии Фэньюй? Что? Вы серьезно? Что же, просто... Это же просто слухи. Пайман скорее... Что это? Откуда? Поверить, что Властелин Камня был слаймом. Последнее звучит куда убедительнее. Господин Лю, вас всегда вели... Что? Вас вели в заблуждение эти слухи. Вы даже не заметили, как каменной печати на этой фигурке. Так, секунду. Просветите меня, господин Джун Ли. Этот знак... Вот этот знак? Вайшраванны. Это знак Вайшраванны. Один из 4 главных символов изгнания духов. Самый благоприятный знак. И вовсе не проклятый. Кстати, недавно в гавани Лиюэ в обращении поступила серия монет удачи и символами изгнания духов. Меня немного удивляет, что вы этого не знали, господин Лю. О, да-да, конечно. Теперь я вспомнил. Благодарю за напоминание, господин Джун Ли. Восхищаюсь вашими знаниями. Это куда более логичнее, чем думать, что мадам Лань ходит вокруг и насылает проклятия. Полагаю, фигурку, которую нашли в комнате его светлости, кто-то из семьи оставил, чтобы привлечь удачу. В таком случае, возможно, мадам Лань намеренно оставила эту фигурку, чтобы защитить Тимея. Скорее всего, так и есть. Фу, значит, ее не нужно искать. Мы боялись, что потеря этой вещи может сорвать ее планы. Но все же, зачем она искала Хутау? И чем сейчас занята Хутау? У Пайман почему-то нехорошее предчувствие. Что думаешь, Джун Ли? Мысли госпожи Хутау — настоящий лабиринт, который мне никогда не постичь. Наверное, у нее в голове куда больше забот, чем у всех нас вместе взятых. Среди этих мыслей есть те, которые могут дать ей поспать по ночам. Она никогда об этом не говорила. Но как хозяйка ритуального бюро Вэньшэн, она обязана сохранять равновесие между жизнью и смертью в Лиюэ. Было бы странно и даже тревожно, если бы она была такой беспечной, как кажется. Полностью согласна. Я давно знаю Хутао, и при всей ее эксцентричности она гордится своей работой. Мы ее друзья, а значит должны подставить плечо, когда она в нас нуждается. Именно так. Благодаря ее профессионализму я могу спокойно сидеть здесь и наслаждаться чаем и слушать оперу. Ты постоянно это делаешь. Эй, хорошая начальница, еще не оправдание, что ты бездельничаешь, чтобы бездельничать. Вот именно. Так, чтобы не... Анилибри. Я наведу тебе... Ой, спасибо. Арлекина, приходи ко мне в гости. Ко мне в инвентарь потусить.
Думаю, Джун Ли хотел сказать, что стоит доверять Хутау и не переживайте за нее так сильно. Справедливо. Забавно, что его спокойствие действительно помогает успокоиться. Лучше радуйтесь празднику. Праздник морских фонарей бывает только раз в году. Не упустите шанс. Если все еще волнуетесь, возьмите это. Что это? Монета удачи. Их стало принято дарить во время праздника. Это мой подарок вам. Ого, Джун Ли с деньгами вышел из дома. Вот это да! Праздник морских фонарей, который точно запомнится. Ничего себе! Вот это редкость, господин Джун Ли. Неужели это та самая королевская монета? Королевская монета? Да, посмотрите на рисунок. Он отличается от обычных монет. Это символ... Что произошло? Все нормально. Это символ Властелина Камня. Без сомнений, она прошла через руки самого Властелина Камня. Ну, как бы тебе сказать. Так. Вот так. Геншин монеты не дали. Тебе дали очень много монет, не обманывай. Я вижу, кому сколько дали монет, так что... Это всего лишь сувенир, купленный у уличного торговца. Скорее всего, это копия. Но могу вас... лицо познакомить с продавцом, если хотите. О, то есть это обычная безделушка. Я думал, это фамильная ценность огромной важности. Путешественница, возьми ее. Пусть она принесет тебе покой, когда мысли неспокойны. Монета против тревоги? А как это работает? Спасибо за подарочек. Даже если монета лишь копия, символ Властелина Камня все равно настоящий, а значит, ее влияние тоже реально. С этой монетой Властелин Камня всегда будет с вами. Господин Джун Ли, а не могли бы вы мне показать торговца, у которого вы ее купили? Я бы не отказался заполучить немного удачи Властелина Камня. Хорошо. Прогулка пойдет мне на пользу. Друзья, до скорой встречи. Что происходит? Почему у меня все мяукают? Вы что, котики все? Будешь крутить сегодня на стриме? Ну, не то чтобы у меня... Сейчас, секунду. Кстати, я буду исполнять освещение Даутоу. Серьезно? Таудоу, простите, на празднике морских фонарей. Это та самая опера, которую я сейчас репетировала. До праздника осталось всего несколько дней. Буду рада, если вы придете поддержать меня. У меня не то чтобы много круток, у меня было 2, я их сегодня крутанул. Если мы что-то еще сегодня собираем, то я крутану обязательно. Но опять же, мы на каждом стриме по чуть-чуть крутим. Ой, простите. Ого, это то, что ты пела? Паймон определенно хочет услышать все. Мы придем. Мы как раз изучали историю 8 великих, но так и не узнали, кто такие 3 зверя Таудоу. Правда? Ну, для начала их также назвали 3 бессмертными Таудоу. Они были известны как одинокая бабочка, благотворного огня, серебрянокрылая черная птица. Подожди, это же символ, как у нее на брошке на голове. И золотоглазая серебристая лошадь. 3 благословенных существа, способных принимать человеческий облик. Серьезно? Это она? Она дух? Ого, значит, на самом деле они не были людьми. С бабочкой все примерно ясно. Но что там была за птица и лошадь? Серебрянокрылая черная птица была ласточкой, а златоглазая серебристая лошадь — кобылицей белого цвета. Говорят, после очищения Таудоу ласточка и повелитель ветра путешествовали вместе, а белая лошадь ушла жить в уединении. Читали «Ночь в бамбуковом лесу»? Там упоминается белая лошадь, странствующая по горным хребтам, Цинце. А многие думают, что это и была загадочная серебристая лошадь. «Ночь в бамбуковом лесу».
Круто! А что насчет бабочки? Чем она занималась? Одинокая бабочка пожертвовала собой во время обряда очищения. Она была единственной из 8, кто отдал свою жизнь. Хотя все они обладали невероятной силой, очищение божества уровней Таудоу было непростой задачей. Им пришлось использовать секретный метод 7-8 врат. Метод предполагает... Что? Сокрытие одних врат, чтобы зло не могло выбраться наружу. Одинокая бабочка отвечала за сокрытые врата, а потому исчезла из нашего мира. Сонечка, спасибо. Ох, минус уши, потому что я ударил? Простите, пожалуйста. Ох, как же это грустно. Но все было не напрасно. По легенде, старик Уван, один из 8 великих, был очень предан бабочке и продолжил ее дело и сохранил наследие. Аксивс, спасибо за подарочек. Всем приветик, Санечка, приветик. Интересно, и затем он передал ее наследие основателям ритуального бюро Ван Шен, да? Именно. Здесь судьба словно сама вмешалась. Бабочка пожертвовала жизнь ради восстановления порядка в мире мертвых. И благодаря стечению обстоятельств, ее методы были переданы следующим поколениям, которые продолжили охранять грань между жизнью и смертью. Хотя она исчезла из мира, ее наследие по защите Лиюэ живет 1000 лет. Вот, в общем-то, вся история о том, как 8 великих очистили Таудоу. Теперь у нас есть имена всех участников. Спасибо, Юйцинь. Не за что. Я давно не исполняла эту оперу, так что нужно еще немного попрактиковаться. Не переусердствуй. Спасибо, я учту. До встречи. Кирару, спасибо. Здрасте. Тенра, ответь на вопрос. Какой? Про ДС ты мне ДР случайно кинул или карточку? Потому что ты заполнял карточку. Флай, спасибо за подарочек. Эй, ребята, вы закончили? Я вас заждалась. Сянлин, что ты здесь делаешь? Я вас ищу, конечно же. Заставили меня побегать. Забавно, что вы всем советуете заботиться о себе и соблюдать баланс между работой и отдыхом, а сами даже поесть не успеваете. Если так пойдет и дальше, придется силой садить вас за стол и накормить своими блюдами. Вот, полюбуйтесь. Новое блюдо от шеф-повара Сянлин. Ты с собой принесла? Пьяные сливы в снегу. Вы, наверное, умираете с голоду? Ешьте, не стесняйтесь. Ух ты, спасибо, Сянлин! Пайман даже не заметила, как ты проголодалась. Но теперь от этого запаха аж слюнки текут. Да, жизнь у тебя непростая, Пайман. Иногда пируешь, а иногда путешественница оставляет тебя голодной. Бросай путешественницу и держись меня. Никогда больше не останешься голодной. Капец, Пайман переманивают, что за жесть. Так. Так. Привет, не очень мне из региона остается только Сумеру. Ну, блин, беда. Ну, не знаю, я в Сумеру не был, поэтому ничего не могу сказать. Пайман есть саму себе. Что? Отстань. Ого, заманчивое предложение! Зато так я тебе ни разу не взяла плату за еду. Ну что, готовься, скоро у тебя не будет... Не останется ни крошки. Верно, но ты почти никогда не кормишь Пайман вовремя. Я шучу. Я знаю, что Пайман обожает поесть, но, думаю, даже еда не сможет разлучить ее с тобой. Ладно, хватит болтать, ешьте уже. Чем бы вы ни занимались потом, на полный желудок справитесь с этим куда лучше. Лиюэ празднует, а 8 великих противостоят чему-то. Да потому что... Чего вы все Пайман обижаете? Она ж хорошка. Она у нас в Телеграме всем луны дарит. А вы не цените Пайман.
Она ради вас в пещере сидит. А вы ее опять же не цените, засранцы. Так. Я так понимаю, вот это? Вновь наступил праздник морских фонарей. Подожди. Как там называлась эта книга, которую она говорила? Что-то я забыл. Архив. Я тут. Хорошо. Книги. Путеводитель башни Манштата. Легенда. Ночь в бамбуковом лесу же она сказала? Ой, блин, у меня книг не хватает. Ё-моё. Ладно, тогда потом. Спасибо за подарочек, типок. Да, вот, ночь в бамбуковом лесу. У меня есть, но у меня этот... Только первый и четвертый том. У меня нету второго и третьего. Надо, кстати, будет устроить потом чтение всех этих книжек. У меня есть некоторые завершенные, которые мы не прочитали. Но это потом. Так, ладно, поехали. Ценечка, спасибо. Подожди, не понял, я же нажал. Отслеживать цель. Что происходит? Подождите 2 дня. Ладно, давайте подождем 2 дня. Время. Раз. И 2. КВ2, спасибо за подарочек. Давай сходим Гендеринга в храм на руками за биркой. Давай. А то потом квест на полгода растянет, там минут на 5 делов на сегодня. Окей. Эшли, я проверил, у тебя там все нормально. А на нее еще анимация фанатская есть. На кого? Ночь в бамбуковом лесу. Серьезно? Ладно, посмотрим. Фух, прошло уже 2 дня, наверняка Хотао закончила работу. Пойдем в ритуальное бюро, посмотрим. Так, подожди. Мы идем храм на руками. Храм на руками? Не понял? Вот. Меня вчера нормально так наставила, так раз сегодня не пускает. Так, надо взять палку вон там. Здравствуй, собака. Каждый день есть шанс получить листок с предсказаниями. Процедура такова. Это мы знаем. Смотрите, у меня испытать удачу может быть в следующий раз. Я нажимаю испытать удачу. Вы получили палочку. Скорее узнайте свою судьбу. Надо с ней поговорить. Да, баба, не то нажал. Отстань. Здравствуйте. Так. Передает гадальную палочку. Вот, посреди туманной ночи. Облачно. Вот твоя полоска бумаги. До свидания. До свидания. Что? Госпожа Гендо все та же. Ладно, давай посмотрим, что там на палочке. Странный гадальный листок. Типок, спасибо. Так, странный гадальный листок. Такое, не знаю, видел, не видел. Полярный Они. Огненный клинок Мурису. В последнее время глупые шпионы рассказывают о подземном туннеле под Инадзумой. Этот разговор призванный разрушить мир в городе и создать угрозу для земель ее превосходительства. Говорят, что это Мурису. Расправьтесь с врагами и преступниками. Спасибо, КВ2.
Что это? Пайман все поняла. Это плохой парень, которого нужно победить. Ага. Получается, госпожа Гендо шпионка, и она использует этот метод для коммуникации и ликвидации тех, кто может навредить Инадзуме. Как шумно. Это. Ой, простите, пожалуйста. Пожалуйста, не отправляйте за нами Шумацуман. Немедленно уходите. Мы пойдем тогда, отправимся к месту на картинке и посмотрим, сможем ли мы найти цель. Нормально, заказали. А вдруг он хороший человек? Так, а мне как найти это место? Я не помню, где это место. Нет, подожди, куда? Би. Ты. И... Кстати. Не понял, откуда у меня эти книги? Металлический инструмент, где угодно, отпереть большинство дверей. Читать. Где это находится? Это место, где телепорт у дворца Райден. Нужно слететь вниз, там пещера с Аякой в ней были. Ну что-то я такое помню. Дворец Райден. Дворец Райден? Вот это дворец Райден? Остров... так, резиденция Сёгун Райден, да. О, в Малайзии такую же доставал палочку на судьбу. И что? Убил, кого надо было убить? Так, ну давайте спустимся, посмотрим. Да, только на телепорт, а не в данж. Ну, ладно. Я так полагаю, раз вот здесь какой-то выступ, то нам сюда. На карте здесь прям выемка. Ага, вот это, да? Точно? Я вижу дырочку, не вижу препятствий. Вот оно. Окей. О, вон стоит чувак какой-то. Ща пойдем. Хенри, как делишки? Все нормально, как твои делишки? Борис. Бедный Борис. Тихо. А где? Ладно. Блин, у меня это стоит. Я забыл ее поменять. Сейчас я поменяю. Огненный клинок Мурису. Думаю, на этом задание Гендо завершено. Интересно, какую палочку мы получим в следующий раз? Серьезно, мы спиркиллеры какие-то? Так, можно мне поменять отряд? Я ее для превьюшки брал и забыл поменять. Все хорошо, сижу с сестрами и братиком. Всем привет передавай от меня. Я вытащил палочку про яйца, что игра намекает мне. Сложно. Ну, в современном мире ты можешь стать мальчиком. Такое бывает. Так, где она? Они тебе тоже приветик передают. Спасибо всем. Спасибо за приветики. Ну и где их носит? Госпожа Гендо. Вот и ты. Я хотел сказать, ты тоже хочешь истолковать предсказания? Госпожа Гендо, кажется, у вас сегодня хорошее настроение. В чем дело? Ты сегодня сама на себя не похожа. Что, серьезно? Возьму на заметку. Может, у меня просто хорошее настроение, ведь я только что вытянула палочку с великой удачей, и мне не терпится поделиться. И все же, что великая удача для одних может быть и великим несчастьем для других.
Те, кто вытянул великое несчастье, интересно, что их ожидает у стойки гадальных листков? Судьба – интересная вещь. До встречи. Где мои деньги? Мать. Я не понял, а что мне? Задавать задание не нужно? А что мне нужно? Мне нужно теперь каждый день к ней приходить, вытягивать и выполнять поручения? Дамир, привет. А несколько реальных дней нужно будет тянуть палочки, все понял. Ладно, тогда возвращаемся. Так, можно что-то нажать? Да. Погнали. Ты убил человека за бесплатно. Да, несколько дней, так надо. Окей, Дамир, спасибо за подарочек. Хотите, я вам еще закину? Так, вот так вот. Ой-ой. Почему у меня не работает H-кнопка? Что с тобой не так? Так. Куда мы идем? Кто мы? Где мы? Кто мы? А что мне вот здесь? Вот, я же, кстати, хотел прочитать по поводу... О, завершено. Мы вот по этой цепочке идем. Так вот, я что хотел? Вот это. Как туда попасть? Ага, вот. Вот. Не то. Пусковая труба, которую установил департамент по делам граждан. Открыть карту. Ну вот, это же про нее. Почему на ней галочка висит? Типа мы сделали то, что нужно было сделать? Архив. Так, это не то. Вот. С помощью обычных атак активируйте пусковые трубы и сделайте так, чтобы они перестали вращаться. Это повысит прогресс журнала праздничных путешествий. Когда остановившиеся трубы укажут на определенные узоры, они выстрелят соответствующими фейерверками. Если вы сделаете так, чтобы пусковые трубы выстрелили 4 одинаковыми узорами, может произойти нечто интересное. Может быть... Награды? О, награды. Это, я так понимаю, в этот сундук, в чайник. Я хочу посмотреть, что там. Назар, здрасте. Так, у нас в бане мальчиком родился. Ну что может быть? Может быть вот этот средний узор, который не такой выделенный? Вот этот. Не работает. Ну типа это промежуточный, означающий начало прокрутки. Давайте попробуем так. О, да, правильно. Угадали, узнали, увидели. Спасибо за подарочек. Да, значит, надо было крылышки делать. Окей. Пойдемте. Что с камерой, верни. Тут неважно, несколько разбей. Как не важно? Ну что ты меня обманываешь, Эндрюс? Почему меня Эндрюс пытается обмануть? Вот смотри, я сейчас просто на рандоме. Биш, биш, пуш. Пиш, пуш, пуш. Пиш, пуш, пуш. Пиш, пуш, пуш. И чё? Видишь, ничего не происходит. Вы, получается, не знали? Вы задроты, не знали, что надо собрать 4 крыла и будет все классно? Учу Genshin Impact профессионально. Знаю все секреты.
Там любой... Да что ты, Эшли, ну это же не так. Я же делал 4 сердечка, и ничего не произошло. Ну вот давайте 4 других. Давайте, вот, 4 лисы. Раз уж Эшли возмущается, мы сейчас сделаем 4 лисы. Если сейчас лису на шашлык не пустят, я не понимаю, зачем играть в Геншин. Ой, все правильно. Вот. А почему с сердечками не сработало? Не понимаю. Получается обман. Подождите. Мне на карте показывают эту монетку, которую можно ударить. Но я что-то ее не вижу. Вот, она на этом уровне должна быть где-то. Вот она, вижу. О, Эмбер. О, это, я так понимаю, это те люди, которым можно подарки дарить. Привет, мать. Куда бы отправиться дальше? Везде так оживленно. Эмбер, этот подарочный конверт для тебя. Как бы это сказать? У меня нету. Путешественники, во время создания композиции просим вас следовать следующему. Пользовательское соглашение для... Понял. Я не хочу читать пользовательское соглашение. Я могу сам создать. Бумага. Эмбер, она же у нас красненькая, она у нас будет с вот таким штучкой. Я могу поменять? +1. Что такое +1? Копирование. Есть другое? Как выбрать другое? Только... пожелание. Ой, как прикольно. Нет, это же от нас пожелание, мы не можем вот так. Вот. Эмбер вообще первая, кого мы встретили, поэтому ей вот так. Так, вот это нафиг уберем. Хотя вот это можно оставить. Вот так вот. Чпоньк. Кустандан. Спасибо, Авиаселс. Не спам. Спасибо большое, я тебя забаню. Не спам подарками. Нельзя. Так, вот это мы тогда уберем. Вот это мы уберем. Персонаж 2. Предмет. Так, Эмбер. Эмбер у нас огненная женщина. У меня нет ничего огненного. Помидорку. Спасибо. Персонажи не добавляют, такие не дарятся. В смысле? Из-за вот это я сейчас не смогу подарить? А ты аккаунты чекаешь? Я не чекаю аккаунты, потому что я сам еще не разбираюсь в игре. Я не могу оценить аккаунт, к сожалению. Подложка. Ой, давайте вот так вот, типа мы говорим. Скажем, Эмбер, мать! Так. Узор. Кустандан, спасибо. Так. Что у нас там? Персонаж, бумага, пожелание. Кому? В смысле? Лучший компаньон-получатель. Мой кумир, отправитель. Твой компаньон-отправитель. Жду ответа. С праздником морских фонарей. Благополучие во всех начинаниях. Выполнение всех желаний. Успехов во всех делах. Она же такая у нас. Эмбер, она такая вся шебутная. И ей нужны успехи. Как повернуть? Почему она не поворачивается? Я не могу повернуть? Дайте повернуть. Почему я не могу повернуть? Вот же градус. Поверни. Это работает же, вот. Я же так же сделал, вот. Да. Текст не поворачивается. Ну окей. Да, отдай цветок.
Так, как называть назад? Слой. Вот. Что у нас еще к звездам? К звездам и далеким краям. Весна пришла. Фигня какая-то, если честно, получается. Ну и давайте что-нибудь, какой-нибудь шарик. Вот. Ой, вот так вот ей. Все, Эмбер будет такая. Она пустовая, а ничего не поделать. Так, закрыть. Новый подарочный конверт. Подарить. Этот подарочный конверт содержит шаблоны, которые можно послать только... В смысле? Серьезно, из-за того, что я добавил вот ее? Это из-за этого? Спасибо на мир. Это тебе не фигма, ну да, редактируй конверт. Это из-за нее сказали, да? Типа, если я вот это уберу, тогда все будет хорошо. Я не знаю, как-то скудненько стало внезапно все. Ну, не знаю, вообще теперь все не нравится. Давайте тогда сделаем так. Дыщ. Да, это из-за этого, понял. Ну и ладно, не больно-то хотелось. А я могу на новую строку? Не могу, ничего не могу, как все плохо. 1000. Так, по желаниям. Персонажей я не использую, потому что вот тут нарисована иконка, я понял. Там, где иконка, это нельзя юзать. Плохо. И ничего нет красного здесь, чтобы Эмбер можно было. Подложка. Узор. О! Тыщ. Так, нет, наоборот. Этот меньше. Этот больше, да. Так. Подожди, а это же узоры... вот этот удача. Если я не ошибаюсь. Чуть-чуть вот так. Ну, получается как-то так. Спасибо, Рун, привет. Спасибо за подарочек. Сохранить. Спасибо за подписку. Так, подарить. Ух ты, подарочный конверт! Спасибо большое! Я слышала, жители Лиюэ обмениваются такими на праздник морских фонарей. Так какой красивый! Я буду беречь его! Ты специально приехала на праздник морских фонарей? Конечно! Джин сказала, что в этом году мы очень усердно поработали. Она считает, что мы все заслужили передышку, поэтому составила для нас календарь отпусков. Пришла наша с... Эоллой очередь, и мы приехали в Лиюэ, так как только узнали о празднике морских фонарей. На здешних улочках никогда не бывает скучно. Суета, шум и столько всего интересного. Да, мы долго гуляли по городу и разделились, чтобы купить сувениры для рыцарей ордена. Я накупила кучу всего. Бип... Что? Бип? Веер. Я читаю бип. Думаю, что такое бип? В смысле, что это? Это веер. Веер для Джин, чашку для Лизы, воздушного змея для Клей. О, а это тебе. Жареная рыба-тигр. Очень вкусно. Вот, попробуй. Я ее только что купила, еще теплая. Ешь быстрее, пока не остыла. Мне нужно идти за покупками. Веер, чашка, воздушный змей. Что там еще было? Вспомнила, украшение. Получен новый шаблон. Ой, жареная рыба-тигр. Ну давайте съедим, раздала. Пока теплая. Где она? Где наша рыба, пока теплая? А где? Не понял. А, вот же она. Спасибо. Вкусная жареная рыба-тигр. Использовать. Ешь. Все. Спасибо, Эмбер. Спасибо. Было вкусно. Так, это мы сделали. Еще вон там вижу. Бум.
Так, бип для Джин, буб для Эло. Эллы. Да, именно так. Ой, там котик сидит. Здрасте еще раз, здрасте. Привет! Это снова мы. Здравствуйте. Извините, если вы ищете госпожу Ху, ее все еще нет. Что? Еще нет, уже 2 дня? Такое часто случается? Не часто, но бывает. Она иногда пропадает на неделю, а то и на 2. Ну, если так, то пару дней не страшно. Хутао вернется. Хутао. Хутао остается Хутао. Спасибо за подписку. Ого, смотрите, кто здесь. Тен, путешественница и Пайман. Сколько лет, сколько зим. С праздником морских фонарей. Спасибо за подписку. Камин. Лучший наемник охранного предприятия «Меч и ножны» и руководитель танцевального коллектива «Великие мифические звери». Общительный и энергичный, его часто можно встретить в компании соседей. В свободное время между тренировками танца у-шоу он заглядывает в шатер Синьюэ, чтобы насладиться димсамами. Димсамами, я не знаю, что это. Димсамами. И неторопливой беседой в компании хороших друзей. Если вы услышите звук гонгов и барабанов на улицах Лиюэ, идите на звук. Кто знает, может быть, вам посчастливится увидеть яркий танец у шоу Камина. Привет, Камин! С праздником морских фонарей. Хе-хе. А что ты тут делаешь? Мне нужно встретить мне нужно доставить кое-что в долину Чэньюй. Заодно и домой на праздники съезжу. Отец давно зовет. Убью 2 зайцев одним выстрелом. Подождите-ка. Доставка из ритуального бюро Вэньшэн в долину Чэньюй? Случайно не для торговой гильдии Фэньюй? Что? Ты научилась ясновидению? Как ты это узнала? Да нет, мы пару дней назад встретили Синцю, и он нам рассказал. Ох, я чуть не посидел. Я уже думал, что мы проболтались о деле, которое строго-настрого велели держать в секрете. Но раз вы узнали из другого источника, то все в порядке. Спасибо за подарочек. Так, дим-сам это такое китайское традиционное блюдо. Серьезно, спасибо. Дим-самы китайские жареные или приготовленные на пару пельмени с мясным фаршем или овощами или морепродуктами. Спасибо большое, что разъяснили. Ой, чатик просто Википедия. У меня камин SC6. Поздравляю, у меня он есть C1 вроде. Ой, либо просто есть. Прошу не завидовать, но у меня вместо Арлекина выпала Чича с 70-й крутки. Шторм, я тебе очень... завидую. Так, все. Спасибо за подарочки. Госпожа, все готово к загрузке? Я пересчитаю груз, и мы выезжаем. Товары готовы. Сюда, пожалуйста. Подожди, Камин, мы слышали, что Байджоу пытается помочь. Рун, спасибо. Я тебя сейчас забаню, ты же помнишь, да? Спасибо за подарочки. Я тебя забаню. Забаню. Прекрати. Спасибо. Так, что Байджоу пытается помочь прадеду Синцю, значит, не вышло? Про Байджоу мне ничего не известно, но господин из торговой гильдии Фэньюй решил отправить груз домой заранее. Так, на всякий случай. Думаю, они надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Так что не волнуйтесь, надежда есть. Ясно. Путешественница, как думаешь, нам стоит заглянуть к Синцю? Рун, спасибо. Я серьезно, я же без шуток забаню. Придется пойти на YouTube. Я не виноват буду. Ой, у меня монетки закончились, ну ладно. Эй, прежде чем бросаться в погоню за призраками, Синцю уже дома в долине Чэньюй. Он отправился туда вместе с братом. Они хотят проверить, не нужен ли ремонт в семейном доме. Звучит не слишком обнадеживающе. Тогда пойдем поговорим с Байджу. Да, он наверняка знает, что происходит. Ладно, мне пора в путь. Как закончим с делами, приглашу вас на дим-сам. Спасибо большое. Только, пожалуйста, без морепродуктов. Я просто хотел сделать приятно. Рун, спасибо тебе большое, как всегда. Большое спасибо, но ты же знаешь, нельзя.
приятно сделаешь, просто сиди, смотри. О, 9000 лайков, вы с ума сошли, спасибо большое. Так, кто этот засранец? Кто этот засранец? Кто это задонатил? Ой, я вас забаню, чат. Можно как-то узнать, кто это донатит? Спасибо большое за подарочек. Байджу, какая удача, мы как раз собирались идти тебя искать. Странное совпадение. Он тоже вас искал? Так и есть, путешественница. Мне нужна твоя помощь. Его светлости стало хуже? Нет, состояние пока стабильное, дело в другом. Касается Цици. Цици, что с ней? Она тоже потеряла сознание. Она до сих пор не вернулась из похода за травами. 2 дня прошло. Должна была вернуться в тот же день. Может, она задержалась потому, что залезла на гору или устала работать и устроила себе каникулы? Ну да. Учитывая уникальное состояние Цици, мы всегда записываем согласованное время возвращения в ее записной книжке. В записной книжке напишки есть правило. Не собрала трав, ничего страшного. Опоздала домой, плохо. А она опаздывает уже на день и без трав. Ужас! С ней такое раньше случалось? Никогда. Вот мы переживаем. Что-то случилось. Что-то случилось, поэтому вчера мы оставили поручение в гильдии искателей приключений. Но у меня есть опыт работы с многими искателями приключениями, и они не всегда внушают доверие. Я не могу поручить поиски Цици только им. Да, сегодня утром некоторые искатели приключений уже вернулись, сказав, что нашли место, где пропала Цици, но испугались, потому что там, по их словам, водятся призраки. Разумеется, саму Цици они не видели. Сейчас вы единственные, кому я полностью могу доверять. Куда ты ее отправил за травмами? Склон Увана в горах Цинце. Тан-тан-тан. Опять Цинце, да? Да, похоже, там действительно что-то случилось. Вчера я смотрел 2 новых пациентов, симптомы те же, что и у Тимея и его светлости. Поговорим об этом позже, сейчас главное найти Цици. Конечно, сейчас это важнее всего. Мы сразу сообщим, как узнаем что-нибудь. Спасибо, я на вас рассчитываю. Юрошко онигайшимасу. Так. Куда? Поехали. Рун, в последний раз не шали, прекрати. Спасибо тебе большое. Какой шалун, посмотри на него, донатит и донатит. Там пацаны сидят. Блин, у них тут ресурсов много. Можно я попутно соберу? Оп. Там еще был. Блин. Пацаны, я пришел за камнями. Без обид. А где все? Все. Просто почему бы и нет, раз тут столько всего. Столько вкуснях. И карляпис, все дела. Так, мать. Так, я знаю, почему Хутао и Цици задержали. Так, все, не пишите мне ничего, я не буду читать, прекратите. Не спойлерите ни в коем случае. Ты же понимаешь, что я не могу такое прочитать, даже если там шуточка, я не могу прочитать, потому что могут быть спойлеры, а я за это забаню, и будет беда. Пайман только кажется, или здесь стало мрачнее, хоть бы с Цици все было в порядке. Все хорошо будет, не переживай. Чё это за руна? Это вода такая, как будто бы руна. О, пацаны, вы какие модные. А что с вами? Тихо.
Смотри, еще одна фигурка из Ротанга. Ланьянь, значит, она была здесь? Скорее всего, и вероятнее вместе с Хутао. Что они здесь затеяли? Кажется, Паймон догадалась. Они охотятся на призраков. Люди из гильдии Искателей Приключений говорили, что на холме Уван водятся призраки. Хутао знает о призраках все. А плетеные фигурки Ланьянь покрыты печатями завоевателя зла. Так что она явно понимает, что делает. Тогда что же случилось с Цици? Одну секунду. Ладно, слушай, Цици зомби, ее суставы малоподвижны, значит, она не может быстро бегать. Так что ее, наверное, похитил призрак. Логично, но звучит все равно неубедительно. Ладно, ищем дальше улики, скоро все узнаем. Беда какая. А? Что это за звук? Призрак! Спокойно, это я, Елань. Елань, как и положено офицеру специальной разведки, что подчиняется непосредственно Нингуан, Елань способна появляться и исчезать словно тень. Даже для Цисин, которые держат в руках власть над Ли Юэ, существуют темные углы, куда трудно добраться. Задача Елань заключается как раз в том, чтобы благодаря своим блестящим способностям разведчикам держать эти углы в чистоте. Бесполезно пытаться ее обмануть. В противостоянии с этим блестящим умом ложь способна продержаться не дольше, чем мыльный пузырь. Какая? Елань, что ты тут делаешь? Нам сказали, что здесь водятся призраки. Ну, в каком-то смысле, видимо, так и есть. Верно. Мне удалось напугать пару новичков из Искателей Приключений, но вас так легко не испугаешь. В любом случае, дальше лучше не ходите, там опасно. Но мы ищем Цици, она пропала где-то здесь, и может быть в опасности? Я в курсе. Мои контакты в гильдии Искателей Приключений рассказали об этом. На пути в гору я нашла корзину сборщика трав. Возможно, она принадлежит Цици, но я не думаю, что она все еще здесь. Что? Почему ты так уверена? Я обыскала все это место в поисках улик. Поэтому я знаю, что здесь сейчас безопасно, но дальше я ничего не могу гарантировать. Звучит, значит, ты тоже ищешь Цици? Нет. Я расследую неизвестную аномалию. Расследую. Около месяца назад Департамент по делам граждан заметил резкий рост числа пожилых жителей в деревне Цинце, обращающихся за медицинской помощью. У всех был неизвестный недуг. Байджоу тоже это заметил. Он уверен, что в деревне Цинце что-то происходит. На самом деле источник проблемы не в самой деревне, а здесь, на склоне Уван. Деревня совсем близко, а пожилые жители особенно уязвимы, поэтому они пострадали в первую очередь. Загадка все запутаннее. Уверена, Хутао и Ланьянь что-то узнали. Наверняка. Жаль, мы понятия не имеем, куда они делись. У меня есть кое-какое предположение. Правда? И где они? Где-то в труднодоступном месте. А пока идемте со мной. Нам нужно поговорить с Нингуан. Что? Почему? Не надо так удивляться. Я только что рассказал вам секретную информацию. Неужели вы думали, что я так просто вас отпущу? Что ты собираешься делать? Шучу, Нингуан в курсе ситуации с госпожой Ху, и все указывает на то... Что? Это же этот... Как их называют? Фатуи, их бабочка. На то, что Ланьянь и Цици оказались с ней в одном месте. Пошли, Нингуан все объяснит. Я думал, это часть... Кто? 9. В смысле 9? Блин, это квест. 9. Ты не Балтика? Я не знаю, кто ты. 9. Скажи честно. Ну ладно.
Пометь квест на карте. Точно, спасибо, потому что я постоянно забываю. Блин, так неудобно. Ладно. Так. Все. Все, я пометил. Возвращаемся. Так, ты. Прекратить отслеживание нам вот сюда. Давайте, смотрите, уже время стрима подходит к концу. Давайте я сейчас по городу побегаю, побью эти монетки, и мы, наверное, закончим. А во сколько будет результат? Результат чего, простите? Бум. Я вас могу пока включить, пока мы бегаем, чтобы вам не скучно было. Так, у меня еще вот здесь... ну он постоянно будет гореть, да? Или нет, я же прошел, мне должны дать вкусняхи. Подождите. Розыгрыш на Луну. Он будет вечером. К вечеру я его сделаю. Вы также можете сами создавать подарочные конверты и украшать их. Готовые конверты можно подарить компаньонам и другим игрокам, а также выставить их на всеобщее обозрение в колонке конвертов. Подарочные конверты, размещенные на всеобщее обозрение в колонке конвертах, могут просматривать и находить другие игроки. Также конверты можно в любое время вывести из публичного просмотра. Подарочные конверты можно подарить компаньонам или другим игрокам. Если вы подарите их компаньонам, то получите особые шаблоны с персонажем. О, прикольно. Открыть. Что это? Дорогие Тенда. Я не очень хорошо разбираюсь на написании открыток, но наставница сказала, что я должна лишь выразить... Это Шинхэ. Выразить получателю свои искренние пожелания. Когда я читала книгу, которую Сянлин одолжила мне... Одолжила? Ну да. Сянлин. Ну да. Мне несколько дней назад я наткнулась на строки, которые мне очень понравились, и скопировал их, чтобы написать их тебе. Зима сходит на нет, и уплывают фонари рождения весны. Фонари рождения весны. Земля под ними купается в пышном зеленом цвете. Как расстаться с такими нежными чувствами? Тонкие и шелковые нити, безбрежные, как океанские волны. Желаю тебе счастливого праздника морских фонарей. Добавить в избранное, сохранить изображение. Скриншот. Добавить в избранное. Окей. Сянюнь. Уважаемая путешественница, моя ученица провела целых 2 ночи на улице, глядя на Луну, и все ради того, чтобы написать один единственный подарочный конверт. Когда я предложила ей выпить чаю, она чуть не выпила чернила. Честное слово, но раз уж она написала, то и я должна написать. Слухи о неудачной борьбе и бесчисленных трудностях, которыми наполнены твои дни, дошли до моих ушей. Если кто-то посмеет побеспокоить тебя, приходи посидеть перед воротами моей горной обители, и тогда мы посмотрим, у кого еще хватит дерзости нарушить твой покой. Окей. Подарить конверт. Вот как... Тут типа вот эти, а вот это почему с замком? Станет доступно, когда вы будете выполнить задание. Понял. У бабушки со змеями можно купить фонарики. Видел? Нет, не видел. Сейчас сходим. Тенра, Хутао Цици — это мем такой комьюнити. Хутао делает ритуальные упокоения, а Цици зомби и боится ее. Поэтому нарисовали много мемных историй с ними, где Хутао бегает за ней, чтобы похоронить. Прикольно. Кысыч, привет. Так. Тут еще помимо квестов есть боевой эвент-игра, за которую гемчики не. Так, и в подзорную трубу поглядывать. Позаглядывать можно. Да, мы же читали, вон, кстати, есть одна. Она не наверху? Эту мы били, да? Это же фейерверки, почему они не работают? Используйте колесико мышцы, чтобы приблизить камеру. Какой модный.
Сейчас сделаем классный снимок. Сохранить. Так, ладно. Мне нужно что-то найти здесь. Или все, типа, я выполнил? А, все выполнил, окей. Я же вас хотел это включить. Привет, всем привет. Какой у вас РП? У меня 50-й. Данияр Шаймарданов Думаешь, говорит, Геншин во будет время делать эфира коллаборации? надо было сделать Я не знаю. Ты имеешь в виду как с Додо Пиццей, типа, с KFC? Еще Тетрис есть. Ну, это сегодня мы уже не успеем, потому что уже скоро все. Тихо, тихо. А. Мне сказали, здесь новые книжки появились. Рунди Или Фовер их. говорит, Тенрочка, ты милашка. Спасибо. Ты тоже. Арлекино говорит, что насчет круток или не сегодня. Ну и сейчас посмотрим, если у меня какие-то примагемы накопились. Мне же не жалко. А где я? А, теперь наверху стал. Блин. Юзер говорит, Тенраняшка. Так, чат, не смотрите, я смотрю наверх, а вы не смотрите никуда, кроме наверх. Почему я не вижу подзорную трубу? Что-то я не понимаю. Юзер говорит, Тенра, ты будешь выбивать Арлекина? Ну, получается, не знаю, меня все отговаривают. Я хотел... блин, как ее называют? Сейчас, Анна Мика секунду. говорит, мы все уже рассмотрели. Не надо, прекрати. Джотси говорит, Забудь. Геншин, это математика, отвечаю. Анна Мика. Я хотел ее, вот, Шиньхэ. Потому что она мне прям нравится. А мне сказали, нет, зачем она тебе нужна, крути эту. Я как дурак Эндрюс теперь буду говорит, крутить то, Тейра, что мне говорят. снизу всегда смотрим наверх, лол. Юзер говорит, Вон он. если тебе нравится Шэньхе, то выбивай ее. Арлекино Да меня говорит, забулят потом, мне как Арлекино всегда. из 3 круток выпало, так что будем надеяться. Юзер Ой, говорит, как не тебе слушай. повезло. Данияр Шаймарданов А! говорит, этот баннер Тоник Скам. Почему? О, пацаны тусят. Они тоже празднуют, серьезно. Ашли говорит, мне Арлекина не зашла. Арина говорит. У них тоже салюты. Еплый говорит, его прогресс не сохранится. Ну и ладно. Мне на самом деле вообще пофиг на это. Чат, вы не забывайте, что я играю так. Может быть, реально крутить Эндрюс хроники? говорит, ну просто он выловит Шэньхэ, если повезет, а потом она у него будет валяться мертвым грузом. Да и ладно, мне все равно не то, чтобы сильно пачка поменяется. Я сейчас, смотрите, я не кручу сейчас ее, чтобы она у меня куда-то в пачку залезла. Я ее кручу, чтобы она у меня была, она. Ну она, блин, она классно выглядит, я не спорю. Арлекино Просто- говорит, проходил квест в горах. Данияр Какой именно? Шаймарданов говорит, прогресс круток. Визуально вот это мне нравится. И она такая меланхоличная, Она говорит, а пачка, это злодейка злодейская. И таких наказывать надо. А вот ее... Ну я бы тоже... Я бы ее тоже наказал. Ну в смысле, Мама дома говорит, она «Добрый мне день». больше нравится. Привет. Смотрите, мне же может еще вот это убрать. Ганьюм я тоже хочу, она тоже прикольная. Вот этих двух я бы выкрутил. Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас мы сделаем. Юзер говорит, Арлекино фатуи, поэтому капец какой крутой и желанный сделали. Ну да. Где? А, ё-моё, магазин. Аригато, спасибо за подарочек. Анна Мика говорит, хроники скамище, стандарт выпадет и беда. Эндрюс говорит, первое, что выпадет тебе из регионального баннера, это чича процентов 70. Осуждаю, да Так что не какая видно смысла тичича. вбивать крутки туда. Флай говорит, Арлекино просто прелесть. Ой, Арлекино говорит, Арлекино топчик, что вы гоните. так, сейчас я кое-что Ашли проверю. говорит, осуждаю Тенра. Кого ты там Данияр осуждаешь, Шаймарданов отстань. говорит, крути кого больше хочешь. Вайфу гейминг же. Юзер Блин, говорит, дофига не стоит получается. тратить крутки на хроник, лучше Арлекино. Анна Мика Ну говорит, почему вы «Стальной меня магнит булите? делает». Еплый говорит, Тенра, нет, закрой эту страницу, оно тебя сожрет. Спасибо за подписку. Так, сейчас. Ашли говорит, осуждаю. Сейчас. Доказать хочет. Секунду, чат. Сейчас мне надо кое-что сделать. Вот вам пока красивый вид. Лайф Лав говорит, а тестовый делал. Тестовый что? Тестовый забег? Нет.
Ната Лайфлов говорит, лучше Фурину. Так. Вот так. Секундочку. Юзер говорит, почему-то я уверена, что в будущем он Райден выбьет. Райден я в любом случае выбью. Юзер Потому что... говорит, Арлекина тебе хотя бы контент закроет с небольшими вложениями, чем Шень и Гань. Да не, Ашли контента говорит, я он щас закрою магию так. сделает, и все, у него такие гейм. Гидра Тихо. говорит, сделай, кстати, забег. Может, тебе перс геймплейно вообще не зайдет. А ты крутишь. Эндрюс говорит и плетем базарит. Что это за Даниэль дичь Шаймарданов была? говорит, согласен, Фурина топ и уже в следующем патче. Назар Уайте говорит, сделай тестовый забег и поймешь, кого хочешь выбить. Давайте, Гидра давайте сейчас. говорит, Да блин, по чат. своему опыту знаю. Дамир говорит, да пусть крутит кого Ну, хочет. я в любом случае крутану, просто Рыжий чтобы Толя сейчас... говорит, это было страшно. Это было очень страшно. Узер говорит, да боже, выбивай кого хочешь. Вот. Чат, успокойтесь. Не, Андрей и- говорит, я ага, выбью вроде эту делом фотойку. занялся. Да, Эндрюс Айша все, он говорит, я поплыл. уже знаю тебя. Уже шаманишь на гемы и не знаю, откуда гемы появились. Луна говорит, пусть... Шторм, спасибо за Хочешь, подарочек. его пристали. Так, Арина секунду. говорит, Секунду. Чат. Кустантан, спасибо. Сейчас. Юзер говорит, крути Шторм, сам, да. спасибо за Боже, подарочки. зачем тебе эти девушки Чича лучше? У меня есть чича. Спасибо, у меня есть чича. Но она мне только один раз упала. Но мне хватит. Эндрюс говорит, в меня вселяется Денмон. Димон. Димон в тебя вселяется? В любом выборе будем держать кулачки за тебя. Спасибо. Юработ говорит, subdue. Ой, ну зачем? Кирару, забань его на этом... Юзер говорит, собрать физчат. А, не, это смайлики, прости. Анамика говорит, у меня Зураб, армия прости, горячих это смайлики, я забыл. чилит. Стормс Я забыл. говорит, напопей. Всё. Лали говорит, Эндрюс, будь здоров. Стэтлали говорит, даже интересно, что ты выбьешь. Посмотрим. Я сейчас сделаю чуть-чуть круток, сколько получится. Стэтлали говорит, даже хочет сказать удачи. Спасибо, Юра Сетлалей. говорит, Так, чё мы, куда мы Кирару говорит, идем? я уже в Трово побежала. Не, не надо, это смайлики он отправляет, я забыл. Я когда-нибудь прикручу смайлики, чтобы отображались. Юзер говорит, когда следующий стрим. Следующий стрим Даниэль будет сегодня. Шаймарданов Я говорит, думаю, я смогу сегодня за второй стрим закончить этот праздник. Хотя, учитывая, что у Дамир нас... говорит, удачи, Тенра. Юзер говорит, сколько у тебя Где? вообще круток? Сейчас посмотрим. Ой, откуда взялось? А что это Кирару такое? говорит, я слежу за тобой. Что Ашли говорит, произошло? Тебя надо переименовать на хакер. Колду. Что-то случилось? Или Вообще не ВО. понимаю. Что случилось? Вот, у нас есть чуть-чуть круток. Дамир говорит, совсем Давайте подождите. покрутим женщину. Посмотрим, сколько у меня Арлекино говорит, есть. Я тоже так хочу. Нельзя. Эндрюс говорит, да, ты уже половию сделал. Нуна говорит, Тенра актер. Юзер говорит, тебе задонатили. Так, Данияр 27. Шаймарданов говорит, все бан. Надо. Так, крутим Рыжий Толя 10. говорит, хитрец, Тенрочка. Что? Говорит, Ура. Светлали говорит, короче, с Богом. Поехали. Данияр Шаймарданов говорит, как узнать, кто задонатил и забанил. Нету. Арлекино говорит, делаю тебе сет 2. Анна Мика говорит, «Охолок взломали». Меч небесного всадника. Черная Ашли кисть. говорит, что Дубина произошло, переговоров. не знаем. Тартар Клятва говорит, стрелка. Зураб Меч Бэкбэк небесного говорит, всадника. Кирару 0. В смысле, Драконий я ничего клык. плохого не Рык. делаю. Клятва Юрий стрелка. говорит, какой Тенра Рогатка. молодец, как быстро нафармил. Эпос о Дамир драконоборцах. говорит, 50 на 50. Металлическая Юзер тень. говорит, Аймае. Меня Анна опять Кина заскамили. говорит, «Включи все кнопки». Влад Кофеман говорит, братан, включи песню Арлекино на удачу. Какая песня Арлекина? Таргет Металлическая Муз говорит, тень. Падай, Арлекино, ахай, махала. Анна Мика говорит, бан Тенра. получается. Эпос о драконоборцах. За Катя что? Коммунист говорит, эх, Эндрюс говорит, у него там агент сидит в комнате, донатит ему, чтобы самому не палиться в качестве донатора. Юзер говорит, Чёрная Арлекино, кисть. Арлекино нужно быть смешным для всех. А, ой, ты нашел, что вспомнить. Так, лук ворона. Ну все получается. Покрутили. Как-то обидно даже чуть-чуть. Дамир говорит, Тенра, у тебя сейчас 50 на 50. Арлекино говорит, А, поздравляю, да, вы потеряли да. деньги. Ну, примерно так и звучит это, да.
А, мы, кстати, сейчас можем еще Ашли говорит крутануть. Арлекина. Арлекина есть одна награда смех. Юзер говорит разменяй на крутки. Даниар Шеймарданов говорит вообще доны. Лучше делать лишь тогда, когда до гаранта осталось немного, а круток не Ой, хватит. да нет. Когда гарантом уверен, что выбьешь. Еплый Так, это говорит, чё это у меня поздравляю, здесь? Компартия Китая благодарит вас за поддержку. Блин, я смолу не слил. Ладно, стримчик уже и так задерживается опять. Так, вот это быстренько забираем. Все. Так. И есть еще одна Ашли книжка. говорит ахахахахаха. Награда смех тебе от Арлекина тебе. Ну, это персонаж по-любому должен быть. Розария, ну зачем ты мне нужна, мать? Ну прекрати, зачем ты пришла ко мне? Розария. Юзер говорит мне Арлекина за 2 крутки упала. Осуждаю вас за это. Даниар Прям Шеймарданов говорит, завидую черной Фиолетовый завистью. говорит ля. Фиолетовый говорит мау. Мау. Назарчик говорит Ладно. Эндрю говорит, А, а тебе я последок. Ната Лайф Лав говорит, получите миску риса. Арлекина говорит, мне за 3 ха-ха-ха выпало. Юзер говорит, ахаха. Осуждаю награда вас смех всех. тебе от Арлекина тебе. Дамир говорит, 030 мне тоже за 2 выпало. Изумрудный Даниар шар. Шеймарданов говорит, пришла и жопу выставила. Ну, примерно Персонаж так. в магазине. Рунде Фоллер говорит, ты умеешь делать густую смолу. Флай говорит, Да. Тенра, не Она у грусти, меня тебе есть. подгон. Какой подгон? Не надо. Ладно, чатик. Все. Спасибо большое за подарочек. Все, чатик. На этом стримчик заканчивается. Сегодня будет еще один стримчик чуть-чуть попозже. Я думаю, может быть, даже через пару часиков, но пока не уверен. Но сегодня должен быть. Вот. Всем большое спасибо за ваши лайки. Ох, 12 тысяч натапали. И спасибо тем, кто натапал на ютубчике тоже. За подписки спасибо и за подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Было интересно. Мне пока вот этот праздник нравится, несмотря на то, что он в Лиуэ. Вот, поэтому всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Все, пишите мне пока, пишите чатику пока, и я ухожу. Спасибо за подписку. Ну на приветики, но я ухожу. Я тебя не видел до этого в чатике. Да. Всем пока-пока-пока. Увидимся еще. Обязательно. Всем пока. Хорошего дня. Так, YouTube, Twitch, вам отдельное. Пока-пока. И Трова, конечно же. Пока-пока.